4 маленьких ребенка, 150 чемоданов, машина и 3 дня в дороге. Я до сих пор не уверена, что это была хорошая идея. 5:30 утра. Мы почти готовы к нашему путешествию. Едем к бабушке с дедушкой в Испанию на Рождество. Запаковываю оставшиеся сумки, спускаю полуспящих детей в машину. Главное, ничего не забыть. Надеюсь, я ничего не забыла. Ну все, мы упаковались, загружаемся в машину и в дорогу. Отъехали мы минут 20 от дома, и я вспомнила, что мы все-таки забыли кое-что очень важное. Успокаивающие игрушки, с которыми засыпают мои двойняшки. В общем, мы забыли зайчиков, девчонок, и сейчас без них я вообще не представляю, как их укладывать спать. Это самая важная вещь, а как я ее оставила, я не знаю. Короче, мы сейчас отъехали от дома где-то полчаса, я говорю Карлосу, что нужно разворачиваться и ехать обратно. У нас есть шанс еще успеть на наш паром. Así que yo creo que tenemos que dar la vuelta y vamos a casa. Короче, разворачиваемся и едем домой. Нет, я говорю, что нужно ехать. ¿Cómo vamos a poner bebés a dormir? Я говорю, как мы будем их укладывать спать? Сам будешь укладывать их спать тогда. Да успеем, мы можем еще 20 минут. Короче, все, я с ним не разговариваю. Разворачиваться назад было уже поздно. Без понятия, как мы теперь будем укладывать их спать. Так что пожелайте нам удачи. Итак, мы добрались до парома. Ура! Счастливые отправились искать нашу каюту. Мы на корабле. Ищем сейчас нашу комнату. Когда ты мама 4 и спала последний раз, до рождения детей где-то, то тебе и паром корабль, и каюта комната. Ну ладно. Каюта оказалась классной, нас уже ждала детская кроватка и было все необходимое. Но вот незадача, дверь оказалась слишком узкой. Так, у нас уже первое приключение, коляска у нас не входит в дверь. Пришлось снять колесо, чтобы войти. И тут момент идиллии. Дети довольные и счастливые смотрят в окно, я тоже расслабилась. Казалось бы, все, можно выдыхать. Но не тут-то было. То поесть, то перекусить, то игрушки не поделили, то памперсы, то снова поесть. Короче, идиллия длилась недолго. В какой-то момент даже пришлось подключить тяжелую артиллерию в виде мультиков. Спустя 6 часов мы доплываем до Франции. Я уже рада была выбраться из этого парома и переселиться в машину. Там все-таки есть детские сиденья. И вот мы добрались до Франции. Муж рулит, дети все спят, тишина, красота. Я наблюдаю за метеорологической обстановкой в стране. Франция нас встретила английской погодой, так что чувствую себя как дома. А потом дорога, и так до потемнения. Мы добрались до городка Ла-Манш и остановились на нашу первую ночевку. Пока пыталась переодеть детей в пижамы, муж сгонял за пиццей, и у нас получился классный семейный ужин на кровати. А помните, я боялась, что не смогу уложить двойняшек спать без их успокоительных зайчиков. Так вот, уснули. А все дело в том, что у средней моей такой же зайчик, так что я им по одной подкладывала подставного зайчика, пока та не уснет, и передавала другой. Мы проснулись и сразу же побежали завтракать по-французски. Тут тебе и круассаны, и блинчики. После Англии это, конечно, ощущается как отпуск внутри отпуска. А после снова дорога. Ну все, день второй, погнали. Тут главное не забывать, что нам нужно ехать по правой стороне, а то мы же англичане. И тут ты понимаешь, что путешествие по Франции – это не пейзажи, а платные дороги. Карточка-билетик, карточка-билетик. И так бесконечно. Я пыталась развлекать детей как могла, и песенки пели, и на окнах сердечки рисовали. Но потом я сдалась, и у нас заработал кинотеатр на заднем сидении. По плану около часа-двух мы должны были остановиться, покормить детей и поехать дальше. Нашли большой торговый центр с ресторанами, магазинами и большим супермаркетом. Но нас ждал сюрприз – все рестораны закрыты. Это просто невозможно. Мы остановились у большого торгового центра. Здесь купить что-то и какие-то ресторанчики. Здесь все закрыто. Сейчас без 15:02 дня. Мы остановились, чтобы пообедать. Без 15:02 все буфеты закрыты и открываются теперь только в 6 на ужин. Вы можете в это поверить? Во Франции обед закончился, а следующий шанс поесть только на ужин. Поэтому мы зависли в магазине в поисках хоть чего-нибудь. В итоге наш перекус выглядел очень по-французски – колбаски и хлеб. Он же стал и нашим ужином. Зато я затарилась детским питанием. Те баночки, что я взяла с собой в дорогу из Англии, если честно, отвратительные. В Англии не умеют готовить не только для взрослых, но и для детей. А вот французские баночки я готова сама есть и на завтрак, и на ужин. После того, как мы накормили малышек,
Итак, нас ждала очень нудная, монотонная дорога. Стемнело, мы уставшие заблудились, приехали в другой город и другой отель, не тот, который забукировали. Одним словом, когда мы все-таки добрались до нужного нам поселка и гостиницы, единственная мечта – бокал французского вина и кровать. Итак, третий, и я очень надеюсь, последний день нашего путешествия. По плану, к ночи мы должны доехать до дома бабушки и дедушки. Позавтракали, я пролила французский кофе, и мы отправились в путь. Сегодня, наверное, самый сложный день, и вчера самая была сложная ночь, потому что мы очень устали, мало спали. Дети, когда мы уже добрались до дома, все-таки проснулись и плакали все подряд, потому что все уставшие, и их было сложно уложить спать. В итоге мы пошли где-то в 2-3 ночи только сами спать. Сегодня некая разбитость присутствует. Детям у нас кинотеатр уже организован, иначе уже им сложно. И еще я проснулась с ужасным сюрпризом. У меня ночью болело ухо, а сейчас меня полностью его заложило, я ничего не слышу. Так что вот спасибо каким-то ромашковым чаем, ибупрофеном. Не знаю, короче, в каком состоянии мы доедем. Главное доехать уже. Чай, таблетки не всегда помогали. В какой-то момент я уже почти отчаялась. Мне очень болит ухо. Это самый был худший момент, чтобы это случилось. Но то, что я не слышу одним ухом, имеет и плюс. В машине слышно в 2 раза меньше криков и разборок. София, no se lo des, que lo va a tirar. Как вы уже поняли, это был самый популярный саундтрек нашего путешествия. Далее на ходу устраиваем детям полевой обед. Тут и вареное яичко, и яблоко на десерт. Ресторан закрывается и снова в путь. И вот, наконец-то, Испания! Вышло солнышко нас поприветствовать. И, конечно, первое, что я сделала, как только мы въехали в Испанию, надела солнцезащитные очки. Но радость была недолгой. Bad weather reported ahead. Bad weather, да. Мы уже видим, что очень bad weather ahead. Мы и в Испанию едем, камон, что происходит? Очки пришлось снять, зато я никак не могла налюбоваться горами. Еще одна остановка, последняя перед последним марш-броском. Еще каких-то 2 часа, и мы на месте. Мы доехали! Мы это сделали. Приехали! Вот, наконец, оно совершилось. Мы в объятиях семьи, обнимашки, смех и много шума. У нас очень большая семья. Признаюсь, поездка была не из легких, но, если честно, я ожидала, что будет хуже. Так что 100% оно стоило того. Я поздравляю вас всех с Рождеством и с Новым годом. И своим заложенным носом, простуда у меня никуда не делась, как вы понимаете, хочу сказать вам огромное спасибо. Я начала этот канал всего 2 месяца назад, а нас уже 350. Благодаря вам у меня есть стимул снимать дальше. И, пользуясь случаем, очень хочу спросить вас, о чем вам было бы интересно смотреть видео в новом году? Больше повседневной жизни и рутины или опыт мамы 4? Конкретные темы, советы, честные разговоры. Пишите свои пожелания в комментариях, я все читаю и обязательно учту. Ну и, конечно, ставим лайк, подписываемся, если еще не подписаны. Ну а как же без этого? И до встречи в новом году. Пока-пока!